Всем привет! Меня зовут Даша, и я веду семейный бюджет по системе денежных конвертов. В сегодняшнем видео я хочу показать, как можно изготовить вот такой вот конвертик для денег, для органайзера. Для того, чтобы сделать подобный конверт, потребуется скотч, ножницы, дырокол, маркер, и листок бумаги, из которого будет делаться конверт. Для начала возьмем образец, можно взять готовый конвертик уже из вашего органайзера, либо просто сделать замеры, какого размера требуется изготовить конверт. Но у меня уже есть готовый, можно взять который на zip замочком, либо готовый конвертик, образец, по которому мы будем изготавливать конверт. Я хочу сделать конверт, чтобы он сверху был с небольшой вот такой закрывашкой. Так. Нахлест будет где-то около 4 сантиметров. Соединяем вот этот два края, соединяем вместе. И вот по этой линии, от этого края тут придерживаем, проводим рукой. И получается ровная линия, то что отогнули ровную линию, которая будет являться нахлестом для будущего конвертика. Дальше оборачиваем конверт. Здесь делаем маленькую, проводим линию. Это будет ориентир, по которому уже дальше будем формировать конвертик. Соединяем. Принцип тот же. Этот край с край, который листа бумаги идет внизу. Придерживаем. Левой рукой крепко держим и правым аккуратненько проводим линию. Готово. Я хочу, чтобы мой конвертик, который я сделала, он был чуть поменьше стандартных конвертов, которые идут в органайзер. Потому что у меня есть в моем органайзере конверты с zip-замками. Если он будет чуть поменьше, как раз край конверта будет заканчиваться под zip-замком. Деньги помещаются, но при этом более эстетичный вид и намного так удобнее. Поэтому от нижнего края я буду не по линии, которую сделали разметку, а на 4 мм меньше. Лишнее мы отрезали. Опять берем конвертик, прикладываем. Все как я хотела. Получается на 4 мм меньше с нижнего края. И теперь загибаем край. В этот раз соединяем по линии загиба. По линии загиба верхнего края. Сделала себе отметку. Соединяю. Фиксирую этот уголочек. И пальчиком провожу здесь линию сгиба. Также хочу, чтобы мой конвертик из бумаги был по 2 мм поменьше стандартного конверта. Для этого с этой стороны я также буду делать разрез ножницами не по этой линии, а на 4 мм меньше. Все, готово. Так, тут край у меня немножко неровно получился, поэтому сейчас я подровняю. Также можно воспользоваться линейкой, тогда получится точно все равно. Следующий этап — это нужно будет с помощью скотча сформировать верхний карман. Для начала потребуется у меня вот такая подставка, но можно край стола использовать. Это для того, чтобы туда расположить маленькие кусочки скотча, которые будем использовать для фиксации. Первое действие: готовим 4 небольших кусочка скотча,
которые в дальнейшем будут использоваться для фиксации. Они могут быть любого размера, даже с неровным краем. На данном этапе это не имеет абсолютно никакого значения. Третий и четвертый. Четвертый, последний кусок скотча. И сейчас начнется основная работа. Нужно взять скотч и отрезать от него кусок по длине длиннее, чем вся поверхность конверта. Где-то вот такого размера. Теперь берем аккуратно липкой стороной наверх, укладываем на будущий наш конвертик. Одной рукой у меня остается держать, правой руку я аккуратно отклеила от скотча. Беру приготовленный кусочек для фиксации и на столе к столу фиксирую вот этот край. Теперь необходимо проделать ту же самую операцию со вторым краем. Как хорошо приклеился, но я с ним справлюсь. Так, не спеша, с помощью этого кусочка скотча фиксируем большую ленту скотча. Готово. Теперь отрезаем еще один такой же кусок скотча. Даже можно чуть побольше, чуть поменьше. Так. Где же у меня начало скотча? Вот он, все, нашла. Ура! Отрезаю большую ленту. И с небольшим нахлестом, буквально там на 2-3 миллиметра, мы ее приклеиваем к предыдущей ленте. Вот у меня получается где-то 3 миллиметра. Так. И аккуратненько сначала правую, вот, укладываю. Беру небольшой кусочек, заранее подготовленный для фиксации. Готово. Этот край зафиксирован. И беру второй. Так, и с помощью него фиксирую оставшийся край скотча. Посмотрим, если где-то что-то немножко ушло, можно вот так скотч отклеить и потихонечку его натянуть, чтобы поверхность получилась ровной. Если нужно сделать какой-то декор на конвертик, то на данном этапе можно к липкому слою приклеить какую-то картинку. Я буду делать прозрачно, потому что я хочу наклеить сверху, потом наклейку сделать, задекорировать с помощью самодельной наклейки. Поэтому я буду делать прозрачный верхний слой, как вот у этого конверта. Дальше берем опять наш скотч. Главное сейчас найти у него начало. Опять оно у меня убежало и приклеилось. Вот где-то здесь. Все, нашла. Отрезаем еще один большой кусок скотча. И уже липкой стороной, липкой к липкой, будем его наклеивать. Это, наверное, один из самых ответственных этапов. От этого будет зависеть, насколько у нас получится аккуратный и ровный прозрачный кармашек. Начну с нижнего края. Вот нужно совместить края. Так. Готово. Вот одной левой рукой я придерживаю. С помощью правой аккуратненько разравниваю, приклеиваю скотч к первой пластине скотча. Догоняю, стараюсь выгнать весь воздух, чтобы не получились соломы, а также пузырьки воздуха. Насколько это будет возможно.
Готово. И теперь еще одна пластина скотча на верхний участок. Делаю небольшой захлест, буквально 2-3 миллиметра. Немножко слился. Сейчас я его вот так, наверное, разверну. Сейчас я здесь поправлю, чтобы пластина была ровная. Точнее, не пластина, а кусочек скотча. Так, делаю нахлест. Буквально 2-3 миллиметра. Для того, чтобы получилась цельная поверхность. Готово. Левой рукой придерживаю. Правая у меня разравнивает и аккуратненько выгоняет воздух. Вот тут видно, что получилось неровно, но это с помощью ножниц можно будет все подрезать. Это как раз у меня получается с запасом, потому что я хочу сделать, у меня тут получилось 5 миллиметров, а я хочу сантиметр, для того, чтобы конвертик стал немножко поглубже в органайзер, и чтобы было удобнее, чтобы дырочки, они не зашли в кармане, не оказались. Поэтому как раз вот здесь то, что у меня немножко ушло, я подрежу ножницами, и у меня как раз получится вот эти 5 миллиметров, те, которые необходимы для нижней части. Все готово. Сейчас еще разочек поравняю все. Отклеиваем. То, что липкое здесь, чтобы она нам не мешалась, я сразу уберу ножницами. Готово. И с этой стороны тоже. Так, получилась у нас вот такая пленка. 2 слоя скотча, которые были между собой склеены. Вот она моя сторона, которая у меня убежала. И сейчас я ее укорочу ровно на 5 миллиметров. Берем наш будущий конвертик. Прикладываем нашу заготовку под кармашек. Я немножко сдвину у меня, чтобы получилось максимально аккуратно. С помощью подручных предметов фиксирую. И сейчас с помощью куска скотча я приклею кармашек к нижнему краю будущего конверта. Кусок скотча можно отрезать любого размера, потому что края потом мы подровняем с помощью ножниц. Делаю нахлест на полученный кармашек. Где-то 4 миллиметра, можно и меньше. Все равно хорошо зафиксируется. Переворачиваем и приклеиваем скотч к задней поверхности конверта.
Загоняем лишние пузырьки воздуха. Вот такая вот заготовка у нас уже получилась. Берем ножницы и с помощью ножниц обрезаем все лишнее. С помощью 2 кусков скотча фиксируем конвертик по бокам. Готово. Края я зафиксировала скотчем. Все лишнее я обрезала. Получается уже вот такой вот симпатичный конвертик. Теперь я хочу сделать, чтобы уголки у него были скошены. Берем ножницы. Делаем сначала один уголок. Готово. Делаем второй. Наподобие абсолютно такой же, как и первый. Для этого берем отрезанный кусочек. Прикладываем к уголку, соединяем. И нужно сделать надрез ножницами вот от этого уголка к этому. Вот. Все, можно убрать. Готово. Отрезали 2 абсолютно одинаковых кусочка. Получился вот такой кармашек. Скотч нам больше не нужен. Следующее, что нужно сделать, это скошенные уголки и отверстия для крепления кармашка в органайзере. Берем готовый кармашек, прикладываем и делаем разметку. Уголки. И в центре каждого отверстия я ставлю точку. Это будет ориентир, по которому будем ориентироваться, когда будем делать отверстие дыроколом. В ход опять идут ножницы. Обрезаем уголки. Один. Второй. Готово. Уголки готовы. И теперь работа за дыроколом. Защитный чехол. Фиксатор. Нужно, чтобы вот отверстие дырокола, точка совпала с центром отверстия дыроколом. Угу. Первое готово. И вот такие отверстия у нас получились. И вот он, готовый конвертик. Ждет, когда же в него отправят денежки. Сейчас посмотрим, как он будет смотреться. Сейчас я верну все конвертики на место. Так, открываем органайзер. Обучение возвращается на свое место. Конвертик, который я делала ранее. И новый конвертик желтого цвета. Отверстия идеально совпадают. Закрываем. Вот он, кармашек. Получается достаточно большой. Сюда влезет много купюр. И можно вот так вот прятать. Вот таким вот нехитрым способом, с помощью обычного скотча и ножниц, можно делать вот такие конвертики. Спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, оно было вам полезно. С помощью такого нехитрого приема получится у вас изготовить много классных конвертов для ваших органайзеров. Вот такая вот еще нестандартная идея мне пришла в голову, что можно с помощью скотча, обычной бумаги, сделать простые конверты. Большое вам спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю вам всего доброго и до встречи в новых видео. Пока-пока.